сознание, подсознание. Практики развития подсознания. Понимание разницы между сознанием и подсознанием часто сравнивают с айсбергом. Верхушка над водой — это то, что мы осознаем, а огромная масса под ней — это скрытые процессы, которые управляют нашей жизнью. Многие из нас знают о существовании подсознания, но не все до конца понимают, что это такое, что оно делает и как мы используем его. Правда в том, что сила подсознания может быть для вас мощным союзником, когда вы умеете управлять ею. Но если ее не обуздать, она может завести вашу жизнь не туда, куда вы хотите. Подсознание — невоображаемое понятие. Это ваша абсолютно реальная, неотъемлемая составляющая. Подсознание похоже на суперкомпьютер, предназначенный для того, чтобы всячески помогать вам в вашей жизни. На протяжении всей жизни вы программировали свое подсознание мыслительными привычками и убеждениями. Ваши мысли тоже становятся вашими привычками. Между привычкой завязывать шнурки определенным образом и привычкой думать о себе определенным образом нет принципиальной разницы. Повторение порождает привычку. Эти психологические привычки накладываются на то, что вы слышите от важных для вас людей, таких как ваши родители, и на ваш собственный жизненный опыт, создавая невероятно сложную систему убеждений, которая помогает вам понимать окружающий мир и жить в нем. Подсознание не занимается творческим мышлением. Это не входит в его обязанности. Оно также не понимает разницы между вымышленным и реальным. Любая мысль, которая повторяется снова и снова, любой визуальный образ, который вы создаете и постоянно воспроизводите в своем сознании, все это становится составляющими операционной системы, которую вы программируете в своем подсознании. Его задача — хранить, упорядочивать и интерпретировать данные из преобладающих мыслей. Его задача — привлекать или помогать вам создавать обстоятельства, соответствующие образам и мыслям, которые вы закрепили в нем, и доводить до автоматизма ваши мысленные и другие привычки. Проблема в том, что многое из того, что закрепляется или программируется в подсознание, можно отнести к недоброкачественному программированию. Например, эта привычка говорит себе, что вы не можете чего-то сделать, не можете чего-то иметь, не заслуживаете чего-то и так далее. Если повторять это достаточно часто, так что это станет частью вашего программирования, вы, сами того не желая, будете создавать ситуации, которые отражают эти мысли. Сознание выступает в роли программиста. Это думающая, творческая составляющая. Но на сознание действуют фильтры, порожденные вашими преобладающими мыслями, которые хранятся в подсознании. Подсознание, как и компьютер, не выносит суждения о том, чего можно достичь, а чего нельзя. Но сознание оценивает ситуацию и говорит: ты не можешь сделать чего-то или чем-то обладать, основываясь на результатах программирования, которые хранятся в подсознании. Так что, как видите, это может превратиться в порочный круг. Когда вы научитесь управлять своим сознанием и правильно программировать подсознание, вы превратитесь в непреодолимую силу. У вас будет полный контроль над невероятной мощью подсознания, которая открывает вам глаза на возможности, людей, ресурсы и ситуации, которые способствуют достижению вашей цели. И все будет происходить само по себе, без особых усилий с вашей стороны. Физическая реальность, как и ваши мысли и эмоции, не что иное, как энергетические вибрации, пакеты энергии, так называемые кванты, могут вести себя как угодно под влиянием других квантов. Попросту говоря, это значит, что энергия ваших мыслей может и влияет на материю. Вы привлекаете в свою жизнь то, на чем фокусируетесь, о чем больше всего думаете. Представьте, что сознание — это капитан корабля, а подсознание — это команда и двигатель. Капитан отдает приказы, ставит цели, но если команда привыкла плыть в другую сторону или двигатель настроен на определенный ритм, корабль будет двигаться по инерции. Для того, чтобы изменения в жизни стали устойчивыми, важно договориться с подсознанием, переводя сознательные желания в автоматические привычки и работая с внутренними установками. Основные функции подсознания. Управление телом. Вы не думаете о том, как дышать, как заставлять сердце биться или как переваривать пищу.
Этими сложнейшими процессами руководит подсознание. Привычки и паттерны. Когда вы ведете машину, не задумываясь о педалях, или чистите зубы на автомате, это работа подсознания. Оно обожает экономить энергию, превращая повторяющиеся действия в шаблоны. Долговременная память. В подсознании хранится абсолютно все, что с вами когда-либо происходило. Запахи, эмоции, детский опыт. Эмоции и интуиция. Чувства возникают в подсознании раньше, чем мы успеваем их осознать. Интуиция – это результат того, что подсознание мгновенно просканировало ваш прошлый опыт и выдало предчувствие. Защитная функция. Оно старается уберечь вас от боли, как физической, так и психологической, иногда используя для этого страхи или лень. Проанализируйте свой внутренний диалог. Чего боится ваше сознание? Во что оно верит? Что вы повторяете себе изо дня в день? Как реагирует ваше сознание на новые идеи, которые противоречат подсознательному программированию? У многих из нас мы не осознаем свой внутренний диалог. День за днем мы действуем на автопилоте. Большинство наших действий и слов – это результат обработки данных, которые хранятся в подсознании. Да, это облегчает жизнь. Подумайте, как сложно было бы думать, как завязывать шнурки каждый раз, когда вам приходится это делать. Эти мысленные усилия автоматизировались. Обращая внимание на свой внутренний диалог, вы получаете информацию, необходимую для управления своим сознанием. Если обстоятельства вас не устраивают, причина в том, что вы думали и чувствовали так, как указывало вам сознание, и в результате пришли к тому, что имеете. А когда вы осознаете природу своего внутреннего диалога, вы сможете перепрограммировать себя и в корне изменить ход своей жизни. Вас может повергнуть в шок, но в то же время и восхитить, насколько сильно влияют ваши мысли на обстоятельства, в которые вы попадаете. Подсознание работает на привычках, так что, повторяя позитивные, оптимистические, полные веры в себя мысли снова и снова, пока они не войдут в привычку, вы замените старые привычки новыми, создав новые нейронные пути, основанные на мышлении «я могу стать», «сделать», «иметь». При этом старые нейронные пути атрофируются. Вы можете сменить работу, разорвать отношения, переехать и так далее, но если вы не измените свое сознание изнутри, вы просто будете продолжать привлекать в свою жизнь все то же, что и раньше, или в лучшем случае достигнете лишь кратковременных перемен. Вы измените форму человека, место работы, место жительства, но не содержание. Медитация – лучший способ настроиться на свой внутренний мир и образы, которые вы рисуете. Вы, вероятно, будете поражены, сколько мыслей, вошедших в привычку, мешают вам достигать желаемого. Но благодаря ежедневным занятиям вы можете осуществить правильное программирование. Совместное исследование медиков из США, Испании и Франции показало, что при регулярной медитации у человека меняется экспрессия гена. Это проявление признака какого-то гена в организме. Оно показывает, насколько мощными могут быть наши подсознательные блоки с точки зрения управления нашей жизнью и даже создавать физические изменения в наших телах на молекулярном уровне. У тех, кто медитировал, наблюдался ряд генетических и молекулярных отличий от других испытуемых. Они лучше восстанавливаются после стрессовой ситуации. Биолог и эксперт по подсознательным убеждениям Брюс Липтон отмечает, что даже несмотря на науку, многие люди не знают о работе своего подсознания. При этом то, что подсознание в миллионы раз сильнее, чем сознание, и что наша жизнь управляется им на 95-99%, это факт. Давайте рассмотрим, как научиться управлять подсознанием. Сознательное наблюдение – это первый шаг к пониманию процессов, происходящих в вашем подсознании. Для мозга характерна постоянная смена мыслей, как на оживленной улице. Однако ни одна мысль не должна остаться незамеченной, потому что это будет означать, что ваше внимание спит. Мы хотим поделиться с вами несколькими техниками, которые помогут вам быть внимательным наблюдателем своих собственных мыслей. Вы не только ваш разум. Что это значит? Разум – это орудие, инструмент, благодаря которому ваше тело может правильно функционировать. Вы обладаете способностью мыслить, но при этом вы никогда не будете своим разумом. Наблюдайте свои мысли и то, что происходит в вашем сознании, но не отождествляйте себя с ними.
Начните распознавать определенные стереотипы мышления. Постарайтесь понять, какой внутренний монолог ведет ваш ум сам с собой. О чем вы думаете наиболее активно? Ситуации ли это из прошлого? Или, может быть, это мысли, возникающие вследствие озабоченности по поводу грядущих событий? Что это за ворох мыслей, который мешает вам находиться здесь и сейчас? Взломайте код к своим подсознательным моделям мышления. О чем вы думаете, когда с кем-то разговариваете? Ответ на этот вопрос будет самым простым способом проверить степень вашего присутствия в текущем моменте. Являетесь ли вы действительно хорошим слушателем? А может быть, ваш ум слишком занят обдумыванием того, что вы должны ответить в следующие несколько секунд, и вы теряете реальный контакт с другим человеком? Вы повторяете одну и ту же историю снова и снова? Отдаете ли вы себе отчет в том, что вы говорите? Связан ли ваш броск с вашим горлом, губами и языком? Будьте внимательны и задавайте себе эти вопросы. Тогда ваши собственные мысли станут вам намного